Доброе утро, с вами Тори-чан. Сегодня у нас обычный будний день в Японии, но я лечу из Фукуоки в Токио спустя 4 месяца, как мы сюда переехали, поэтому решила снять небольшой влог, показать, как это все происходит, чем я буду заниматься в Токио и как туда добираться. Сейчас на улице где-то -1, что в Японии довольно холодно, потому что здесь влажность высокая, плюс мы живем недалеко от океана. Поэтому мне очень холодно. Нужно купить что-нибудь тепленькое, согреться. Наверное, куплю вот такой вот чай Хоудича. Никого в поезде нет, класс. Одна из прелестей жизни в Фукуока – это компактность города. От станции, где я живу, можно доехать до аэропорта всего за 20 минут на поезде. Я приехала в аэропорт Фукуока. Он новый и вот такой вот очень стильный. Конечно, намного меньше, чем аэропорт в Токио, но мне нравится. Все понятно, не заблудишься. Первым делом мне нужно распечатать билеты для посадки. Удобно. После того, как я распечатала билет на самолет, следую указателям и иду на второй этаж. В аэропорту Фукуока есть целая торговая улица с раменными, потому что этот город знаменит своим раменом, но жаль, в 7 утра все еще закрыто. Да. 7 утра, но так много людей. Прошла проверку буквально за 5 минут, несмотря на то, что было довольно много людей. Также очень удобно, что в Японии, если летаете по стране, вам не нужен с собой паспорт и даже, в принципе, ничего не проверяют, когда вы садитесь на самолет. Но лучше иметь при себе, конечно же, карточку резидента, в принципе, всегда. Перед посадкой на самолет японцы покупают в таких магазинах омияги – подарок или сувенир. Вот так показывают, что внутри коробок, потому что только по внешнему виду, конечно, непонятно, что внутри этой коробки. И Фукуока знаменита своей клубникой, поэтому здесь такой вот стенд с печеньками, с клубничным вкусом. Возьму, наверное, что-то такое. Для внутренних перелетов я обычно приезжаю за 50 минут до вылета. Этого вполне хватает, если не нужно сдавать багаж. Из Фукуока до Токио перелет занимает 1,5 часа, а стоимость билета в две стороны в районе $120, что не очень дешево, но дешевле поездки на скоростном поезде Шинкансен. Для сравнения, из Токио до Киото билет в одну сторону на поезде Шинкансен стоит в районе $100, а Киото в 2 раза ближе, чем Фукуока. Ну что ж, вот я и прилетела в аэропорт Нарита. Токио. Теперь самое трудное добраться из Нарита до центра Токио, потому что это занимает почти столько же, сколько добираться из Фукуоки до самого Токио. Пока я летела, я поняла, что это первый раз за 10 лет жизни в Японии, когда я лечу куда-то одна. Обычно по работе, если мне нужно куда-то поехать, то я еду на Шинкансене, скоростном поезде, а с Изами мы обычно летаем вместе куда-то, когда путешествуем. Поэтому в этот раз я одна, немного даже одиноко. А еще каждый раз я не перестаю удивляться тому, насколько плохо спроектирован аэропорт. В Нарита вам нужно будет пройти километры из одной точки в другую точку, чтобы дойти до поезда. И даже при том, что они его обновили, и оно стало удобнее, все равно оно неудобное. Из аэропорта Нарита до Токио можно добраться несколькими поездами. Это Sky Access, самый дешевый способ. Ну что ж, я наконец-то приехала в центр Токио. Сейчас я нахожусь на Омоте-Сандо, это такой модный район здесь. И у меня очень много дел сегодня, потому что я всего лишь 1,5 дня буду в Токио, и потом вернусь снова в Фукуока. Но для начала мне нужно кофе, потому что я проснулась очень рано, и мне нужна доза. Мы пришли, моя утренняя чашка кофе меня ждет.
Эта поездка в Токио у меня как галопом по Европе, только галопом по Токио, потому что я буду здесь всего лишь 1,5 дня, но мне нужно успеть очень много вещей, начиная с маникюра, это важно. Я не просто иду делать маникюр, а иду к Соме, моей подружке из университета, в салон, она занимается маникюром сейчас, поэтому я собираюсь убить 2 зайцев одним выстрелом, увидеться с Сомой, мы давно не виделись, и заодно сделать себе нормальный маникюр. Я не делала ногти уже 4 месяца, как переехала в Фукуоку, потому что мы были очень заняты многими вещами, поэтому сделаем вид, что я специально отращивала ногти, чтобы она мне их сделала. Также сегодня я иду на день рождения, и мне нужно будет увидеться с несколькими друзьями из Токио, с кем я не виделась уже вот 4 месяца, как мы переехали в Фукуоку, поэтому это будет очень занятой день, а завтра мне нужно будет взять некоторые документы, необходимые, в общем, бюрократия, как всегда, Япония, нужно идти, чтобы взять какой-то документ, а не можно его в интернете заказать, к сожалению. А еще я не могу понять, почему в Токио теплее, чем в Фукуока. Фукуока — это юг Японии, там сейчас 3 градуса тепла, а в Токио плюс 8, поэтому я спокойно сижу вот так вот на улице, и мне довольно тепло. На Омотесандо много брендовых магазинов и шоурумов, а также модных кафе и салонов красоты. Поэтому многие молодые артисты, парикмахеры и нейлисты стараются открыть салон именно здесь. Недавно салон Сома переехал в новое здание, теперь оно находится здесь, на 3-м этаже. Сома арендует место в этом салоне красоты, так проще начать, если ты начинающий мастер. 久々のサメちゃん今日よろしくさっき伸ばしてくれたねって言われたけどそうなんですわざとДля тех, кто не помнит, Соме – моя лучшая подруга с университетских времен. После выпуска из университета мы все какое-то время работали в архитектурных фирмах, но постепенно начали работать сами на себя. Соме уже год занимается нейл-артом, и у нее очень необычный даже для Японии стиль. И у меня есть целое видео о маникюре в Японии, там я рассказываю, почему именно такой маникюр в Японии популярен. Посмотрите. ジュラリーみたい。そうだね。綺麗。よし、はい、入れてください。 Я всегда прошу Соме сделать ногти на ее вкус, потому что мне нравится ее стиль, а также у меня нет ограничений по ногтям на работе. На левой и правой руке разный дизайн, но, как мне кажется, хорошо сбалансированный. Ссылка на аккаунт Соме есть в описании видео. Вечером я приехала в район Акасака, это тоже модный, но более офисный район Токио. С этим прекрасным видом идет активная подготовка к дню рождения любимого многими пупсика. Наша именинница Аленка, потерпишь? Это я, с днем рождения. Подписывайтесь на ее канал. Вы все знаете, у нее классные влоги. Про неудачное свидание в Японии. Да, мое любимое. И мое тоже. Доброе утро! Сегодня 2-й день моей поездки в Токио. Как видите, я снова не выспалась. Я вспомнила еще одну вещь, которую я не любила в Токио, кроме переполненных поездов. Это огромные размеры города и расстояние. Почти весь 2-й день я провела в метро. Только на минуту вышла со станции за нужными документами и снова обратно в метро, снова в аэропорт. Назад я еду поездом Skyliner, он быстрее и удобнее, но дороже, а также для него нужно покупать отдельно билет. Когда я жалуюсь, что аэропорт в Токио далеко, мне говорят, а как же Ханеда? В Токио есть 2 аэропорта – Нарита и Ханеда. Ханеда намного ближе к центру Токио, но туда летает меньше рейсов и они дороже. В Нарита удобнее и дешевле летать, но этот аэропорт находится даже не в Токио, а в близлежащей к Токио префектуре Чиба, поэтому туда ехать час.
Ну что ж, я снова в аэропорту Нарита. Как же долго до него ехать. Я закончила все свои дела в Токио, очень проголодалась, поэтому пока у меня есть время до моего самолета, решила пообедать. Тут есть небольшой фудкорт, где можно выбрать ланч на свой вкус, начиная с суши, конечно же, сэндвичи и хот-доги, даже такояки есть. Но я решила перекусить бургером. Это японская сеть бургерных Freshness Burger, и у них довольно большой ассортимент, начиная с обычных бургеров, вегетарианские бургеры и даже вот такие необычные сезонные бургеры с морским гребешком. Можно вот такие вот соусы самой выбрать. Тут даже есть соус. Не уверена, что я хочу это перед полетом пробовать. 1100 йен за вот такой вот набор с бургером с морскими гребешками, обжаренными вот в такой вот хрустящей корочке, с картошкой, а также кофе. Тут реальные гребешки внутри. Вкусно, прикольно, необычно. Обратный полет из Токио в Фукуока длится 2 часа 20 минут, и поскольку в Японии довольно рано темнеет, я прилетела, когда уже было темно. В отличие от аэропорта Нарита, из аэропорта Фукуока сразу можно сесть на поезд, что очень удобно. И самая моя любимая часть – из аэропорта Фукуока до центра города всего 8 минут на поезде. И, конечно же, тут меньше туристов и людей в принципе, поэтому поезд практически полностью пустой. 8 часов вечера, и я наконец-то дома. В Фукуоке реально холоднее, чем в Токио. Тадайма! 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 Даре коно нинген? Моу васурета кана? Окей. Она смотрит на пакет с едой, который я купила на ужин. Да, окей. Это была моя небольшая поездка из Фукуоки в Токио. Как вы, наверное, поняли, самое трудное это добраться из аэропорта Нарита до центра Токио, а из Фукуоки вполне себе удобно. Иногда можно летать, но все же это намного тяжелее, чем просто сесть на поезд, даже если поезд тоже 2 часа, как и сам самолет. Поэтому я пока еще не решила, готова ли я на такие поездки каждые несколько месяцев или нет. Но иногда весело с друзьями видеться, на Токио посмотреть, даже начинаешь думать, что не так уж плохо в Токио, вроде как и весело. Не скажу, что я хотела бы жить в центре Токио, но иногда гулять там все же весело. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!